При подготовке этого сообщения у меня была огромная привилегия воспользоваться личной коллекцией стекол и изображений доктора Видена. Для дерматолога и дерматопатолога это действительно огромная привилегия. При изучении этих стекол я вспоминал великого немецкого патолога Рудольфа Вирхова, который в 1872 году был первым человеком, который использовал термин гранулома. Вирхов относил термин гранулома к росту ткани, который мог приводить к ульцерации или образованию грануляционной ткани. Наш сегодняшний термин гранулома не имеет ничего общего с грануляционной тканью. Гранулема – это скопление эпителиоидных гистеоцитов, что является одним из вариантов хронического воспаления. В коже мы различаем различные типы гранулем. Структура моего доклада будет посвящена типам гранулом. По каждому из 5 типов гранулема – саркоидному, туберкулоидному, некробиотическому, гнойному и инородного тела – я буду рассказывать, как они выглядят, а также об их основных причинах. Перед тем, как начать, я хочу взглянуть на гистологию гранулома. Гранулома – это скопление эпителиоидных гистеоцитов. Эпителиоидный гистеоцит – это макрофаг, который активировался в ответ на повреждение. В результате этого ответа у макрофага увеличилось ядро, увеличилась цитоплазма. От этого он стал выглядеть как эпителиальная клетка. Что касается эпителиоидных гистеоцитов, то их сравнивают со следами ног на песке. Для меня это очень умиротворяющий образ. Действительно, гранулома выглядит подобным образом. Это пляж со множеством следов. Это как следы, которые остаются на переполненном пляже. Обратим внимание, что некоторые ядра действительно выглядят как отпечатки подошвы на песке. Они удлиненные даже с ядрышками. А также у них обильная эозинофильная цитоплазма. They have elongated or oval nuclei, an even chromatin with small nucleoli, and they also have quite abundant eosinophilic cytoplasm. Когда несколько эпителиоидных гистеоцитов сливаются в одну клетку, они образуют гигантскую многоядерную клетку. Существует 4 типа гигантских клеток. Остеоклассический тип и тип Тутона не имеют отношения к нашей сегодняшней теме. Но очень коротко, гигантские клетки Тутона встречаются в опухолях мезенхимального происхождения. Вот прекрасный образец клетки Тутона в центре этого слайда. Они характеризуются центральной зоной цитоплазмы, которая окрашена розовым, и окружена рифом из ядер. А риф из ядер, в свою очередь, окружен цитоплазмой. Часто цитоплазма за ядерной оградой окрашена по-другому, чем цитоплазма внутри. Для заболеваний, которые мы сегодня обсуждаем, характерны клетки Ланханса, а также клетки инородного тела. В гигантских клетках Ланханса ядра расположены в виде подковы по периферии клетки. По классическим руководствам по гистологии, клетки Ланханса характерны для инфекций, таких как туберкулез. В отличие от этого, в клетках инородного тела ядра в клетке расположены очень хаотично. По классическим учениям это реакция на чужеродные материалы. Но в реальности вы увидите смесь этих двух типов гигантских клеток. То есть тип гигантских клеток не очень помогает определить этиологию гранулематозного процесса. Поэтому нам важно оценить строение грануломы в целом. Первый паттерн, который мы изучим, это саркоидные грануломы. Эти грануломы имеют очерченный характер. Они расположены рядом друг с другом, но не сливаются. Они очень плотные. Например, вы можете провести по границе гранулом линию. То есть мысленно можно построить окружность вокруг гранулома. Это первое указание на саркоидный тип. Вторая характеристика – это минимум воспаления вокруг гранулома. Их описывают как обнаженные грануломы. Главные причины саркоидных гранулом. Саркоидоз. Вторая – это реакция на чужеродный материал.
Список таких материалов длинный. Некоторые из них включают кремний, часто встречается пигмент татуировки, реже встречаем кератин при саркоидном типе реакции. Например, при разрыве эпителиоидной кисты вы чаще увидите гнойные грануломы или грануломы инородного тела. It's less common to see keratin invoke a sarcoidal type reaction. It's more common if you have a ruptured epidermal cyst or follicle to see more suppurative or foreign body type granulomas. Саркоидоз – системное заболевание, характеризующееся некозиозными грануломами. Он поражает много органов. В классическом варианте легкие и печень. Первым проявлением может быть поражение кожи. Оно наблюдается в 10-45% случаев. Существуют различные типы кожных проявлений. Саркоидоз называют великим имитатором. Он может быть имитатором как клинической картины, так и гистологических проявлений. Одним из особенных клинических проявлений является люпус перниум, ознобленная волчанка. Это фиолетовые бляшки на лице. Могут быть подкожные узлы. Элементы могут возникать в местах травмы, что называют рубцовым саркоидозом. А также множество проявлений саркоидоза, которые являются неспецифическими и не гранулематозными. Это, например, синдром Свитта. Это, как уже упоминал доктор Страттон, узловатая эритема. Это картина под малым увеличением в случае саркоидоза. Хотел бы сделать несколько замечаний по гистологии саркоидоза. Здесь вы видите несколько примеров саркоидных гранулом. Но что вы еще можете увидеть, это небольшое количество лимфоцитов, разбросанных вокруг гранулом. Что бывает не так уж редко. Это не снимает диагноз. В литературе к настоящему времени описано много случаев атипичного саркоидоза, где грануломы вместо того, чтобы быть обнаженными, были более или менее прикрыты лимфоцитами по периферии. Этот случай недавно прошел через наш отдел. Это был пациент с известным саркоидозом. Мы видим, что гранулома окружена заметным количеством лимфоцитов, большим, чем мы обычно ожидаем увидеть. Я думаю, что это полезно помнить, то есть не исключать сразу саркоидоз, если вы видите лимфоцитарную инфильтрацию. Вы также можете увидеть внутри саркоидной грануломы фибриноидный материал. Его можно спутать с казиозным некрозом. Это тоже нужно помнить. Нужно сказать, что при саркоидозе такое встречается нечасто. Астероидные тельца или тельца Шаумана. Их вы тоже можете увидеть при саркоидозе, но они не специфичны. Они бывают и при других грануломатозных процессах. По моему мнению, самое важное при саркоидозе разобраться с присутствием двояко преломляющих чужеродных материалов в значительной части случаев, в 20-50%. Это действительно самый важный вопрос. Я поясню. Если вы видите чужеродный материал, то это еще не исключает диагноз саркоидоза. Если вы, как патолог, пишете в отчете чужеродный материал при саркоидном типе реакции, то при этом разумно добавить, что следует исключить саркоидоз как основное заболевание. Второй паттерн, который мы сегодня рассмотрим, это туберкулоидные гранулемы. Туберкулоидные гранулемы значительно менее дискретны, то есть менее очерчены, чем саркоидные. Они окружены смесью лимфоцитов и плазматических клеток, более выраженным воспалением. Давайте сравним два данных типа. Если мы посмотрим на саркоидные грануломы, то они вполне очерченные. Мы можем мысленно ввести их кругом. Посмотрим на туберкулоидные грануломы. При данном увеличении ввести их очень затруднительно. Они сопровождаются более значительным воспалительным инфильтратом, и они менее дискретны. Это самые частые причины, о которых вы должны задуматься при туберкулоидных грануломах. Это инфекции. Классически они возникают при туберкулезе. Однако, по мере того, как инфекции отступают, становятся более редкими, то чаще всего вы можете столкнуться с другими причинами. Это случай розации, розовых угрей. Вы видите, что гранулома менее сливная,
с большим сопровождающим воспалением вблизи волосяного фолликула. Этот случай недавно прошел через наш отдел. Мужчина 70 лет с подозрением на новообразование бедренной кости. И здесь мы видим скопление эпителиоидных гистиоцитов, не очерченные, сопровождающиеся лимфоцитарным воспалением. То есть это прекрасный пример туберкулоидной грануломы. Этот случай был также интересен тем, что кроме туберкулоидных были также и гнойные грануломы, а также зоны некроза. Очень важно расшифровать сообщения о сочетании различных типов гранулом, что, кстати, довольно часто. Мы провели ацид-фаст вариант окрашивания по Цилю Нильсону и обнаружили позитивные палочки. Была выполнена ПЦР и выявлена атипичная микобактерия. Что еще мы видим в туберкулезе? Это казиозный некроз. Это не кожа. В центре мы видим аморфную массу розового цвета, окруженную палисадом из гистиоцитов. Это казиозная гранулома. Третий тип, который мы сегодня рассмотрим, это некробиотические грануломы. Мы уже рассмотрели саркоидный тип, туберкулоидный тип, а теперь некробиотические грануломы. В эту гранулому входят интерстициальные гистиоциты, гигантские клетки и другие воспалительные клетки, которые окружают зону измененного коллагена. Измененный коллаген описывают как некробиотический или как зона утраты коллагена. Нужно искать три основные причины: кольцевидная гранулома, липоидный некробиоз и ревматоидный узелок. Это хороший пример некробиотической грануломы. В центре грануломы вы видите измененный коллаген. Как я считаю, если только вы учитесь, то важно, чтобы ваш глаз научился различать то, что называют некробиозом. Для этого нужно смотреть много случаев, чтобы научиться узнавать, как выглядит измененный коллаген. Я могу посоветовать. Сравнивайте этот коллаген с коллагеном в остальной дерме, где он выглядит более нормально. Так вы научитесь различать нормальный коллаген и коллаген немного измененный. В этой некробиотической грануломе присутствует палисад из гистиоцитов и гигантские клетки. Две частые причины, о которых мы здесь должны задуматься. Кольцевидная гранулома и липоидный некробиоз. Начнем с кольцевидной грануломы. Обычно это преимущественно поверхностный процесс. Хотя, конечно, существует и глубокий вариант. И гранулома имеет тенденцию быть дискретной. Окружающая ткань выглядит совершенно нормально. Некробиоз здесь бледно-синее окрашивание. Эти случаи связаны с увеличением муцина в дерме. Воспалительный инфильтрат представлен лимфоцитами, но часто можно видеть еще несколько эозинофилов. Классический кольцевидная гранулома имеет овальную форму. Бывает локальной и генерализованной, перфорирующей, а также глубокой подкожной. Может развиваться в любом месте, но предпочитает дистальные отделы. И выглядит как округлые папулы с приподнятыми краями кожного цвета. Посмотрим на кольцевидную гранулому под малым увеличением. Обращаю внимание на новичков, что при гистологическом исследовании нужно вначале получить общее впечатление от препаратов на малом увеличении, до того, как перейти на большее увеличение. Гарри Ларсон понимал значение восприятия при малом увеличении. Часто у стоящего в отдалении впечатление более верное, чем у того, кто видит все в непосредственной близости. Вновь на малое увеличение. Посмотрим, есть ли что-то похожее на некробиотическую гранулому. Является ли подозрительной данная зона? Даже при малом увеличении в центре этой зоны коллаген выглядит неправильно. Он изменен, он некробиотичен. Посмотрим при большем увеличении. В центральной зоне коллаген смазан, несколько бледен. Это некробиоз, окруженный палисадом гистиоцитов и гигантских клеток. А окружающая ткань при грануломе сохраняет нормальный вид. Еще раз большое увеличение некробиоза. Часто воспалительный инфильтрат содержит эозинофилы. Когда я взглянул на этот препарат в первый раз, то заметил эозинофил и подумал, что это переваскулярный воспалительный инфильтрат. Только потом заметил зону некробиоза.
lymphocytic and eosinophilic type of condition, and then only secondarily note that there are areas of necrobiosis. Okay, so Эозинофилы здесь можно видеть довольно часто. Интерстициальный тип кальцевидной грануломы выглядит иначе. Вместо очерченных гранулом здесь бывают зоны интерстициального воспаления, лимфоциты и гистиоциты. Вы видите расширенные коллагеновые волокна и зоны измененного коллагена. Это очень неотчетливое нарушение. Это напоминает мне, как в 90-х годах друзья подарили мне магическую картинку. Если правильно сфокусировать глаза, то можно видеть, как 4 лошади идут через горы. Я думаю, что таким же образом и здесь. Если вы будете долго всматриваться, то увидите здесь некробиотические грануломы и гистиоцитарное воспаление. Я думаю, что со временем вы научитесь это распознавать. Интерстициальный процесс в дерме под малым увеличением. It's something I think that over time you start to get an appreciation for, and again that low power impression of an interstitial process or a bit of a busy dermis is quite helpful. Другая вещь, которая может выглядеть интерстициальной, со сходным паттерном интерстициально-гранулематозного дерматоза, который может иметь ряд причин, но включает реакцию на лекарства. И вторая – метастатический рак молочной железы. При раке клетки могут быть маленькими, напоминая инфильтрат, но если всмотреться, вы заметите, что они атипичны. Липоидный некробиоз, который также называли раньше диабетический липоидный некробиоз. Но диабет не обязателен для этого расстройства. Обычно появляется на голенях в форме бурых бляшек. В отличие от кальцевидной грануломы, это, как сказал в своей презентации доктор Страттон, пандермальный процесс. Обычно вся дерма выглядит ненормально, и грануломы не очерчены, они имеют плохо определяемые границы. Они описываются как слоистые. Некробиоз выглядит не синеватым, как при кальцевидной грануломе, а красноватым. И очень важно поискать присутствие плазматических клеток. Это очень важный компонент при распознавании липоидного некробиоза, который отличает ее от кальцевидной грануломы. При малом увеличении. Вспомню, что при кальцевидной грануломе были очерчены грануломы. Мы видели зоны дермы, которые выглядели совершенно нормально. Но при этой болезни вся дерма выглядит ненормально. Под большим увеличением, как на этом слайде, у вас впечатление слоистости изменений. Слои коллагена перемещаются с слоями лимфоцитов и гистиоцитов. Эта слоистая картина является очень характерной. Это красный некробиоз, а также присутствие плазматических клеток в воспалительном инфильтрате. Я помню, во время моей самой первой сессии в госпитале Брисбейна доктор Винден сказал, что даст $50 тому, кто найдет плазматические клетки в кальцевидной грануломе. Я уже много лет работаю патологом, но так и не смог получить эту сумму денег. Я все еще не теряю надежды. Ревматоидный узелок – это последняя нозология, которую мы рассмотрим при паттерне некробиотических гранулом. Эти узелки чаще всего развиваются на пальцах или локтях. Очень характерно поражение глубокой дермы. Это глубокий процесс, однако и кальцевидная гранулома иногда может быть глубокой и даже подкожной, тогда их трудно различать. Характерная картина ревматоидного узелка – это малоклеточная палисадная гранулома. Один из примеров грануломы при ревматоидном узелке с гистиоцитами, окружающими зону измененного совершенно бесклеточного коллагена. Четвертый паттерн, который мы рассмотрим, это гнойная гранулома. Среди главных причин гнойной гранулом на первом месте инфекции. Инфекции могут быть грибковыми, микобактериальными, чаще атипические микобактерии. Может быть также связан с болезнью кошачьих царапин. Кроме этого, гнойные грануломы могут развиваться в связи с разрывом кист или фолликулов. На гистологии характерно присутствие гноя или нейтрофилов.
Мы видим здесь пласты нейтрофилов, которые окружены эпителиоидными гистиоцитами. Перед нами прекрасный образец гнойной грануломы. В связи с тем, что самой частой причиной здесь является инфекция, всегда должны производить окрашивание на бактерии. Я обычно провожу шик-окрашивание на грибы и окрашивание на микобактерию в зависимости от клинической ситуации. На данном слайде видно присутствие пигментированного микроорганизма, и это хороший пример феодифомикоза у больного после травмы. Также было видно присутствие частиц чужеродного материала, возможно, шипов розы, через которые произошло проникновение этих микроорганизмов. Последний тип гранулом, который мы рассмотрим, это грануломы инородного тела. Реакция инородного тела может быть на что-то эндогенное или экзогенное. Среди частых причин эндогенных реакций, с которыми мы сталкиваемся, это кальций, кератин при разрыве эпидермальной кисты и волос при разрыве фолликулита. Существует много экзогенных причин, приводящих к гранулематозной реакции. Мы часто наблюдаем реакцию на шовный материал, растения, укусы насекомых. Картина гранулома инородного тела очень часто саркоидного типа. На некоторые виды инородного материала бывает гнойного типа реакция. То, что мы здесь видим, это гигантская клетка инородного тела. Даже если вы обнаружили одновременно присутствие нескольких типов гранулематозных реакций, всегда полезно провести поляризационную микроскопию. Как вы видите здесь, поляризация выявила присутствие шовного материала. Это заноза, которая вызывает гнойный гранулематозный ответ. Как я уже упоминал, если вы видите гнойный гранулематозный ответ, то произведите окрашивание на бактерии. Такая картина встречается часто. Вы видите частицы кератина. Это реакция на разрыв эпидермальной кисты. Я хочу закончить клиническим примером. Женщина, 42 года. Первый слайд. Это второй слайд. На что бы я хотел обратить внимание в этом случае? Это очень хороший пример очерченной грануломы. Она совершенно обнаженная, то есть если вы посмотрите ткань вокруг нее, то не найдете воспалительных клеток. Это очень хороший пример саркоидной грануломы. Но я также хотел бы, чтобы вы увидели на этой картинке этот черный материал. Это пигмент татуировки. Это реакция на татуировочный пигмент в форме саркоидной грануломы. Как я уже ранее говорил в этом сообщении, в отчете вы должны также упомянуть, что существует возможность саркоидоза, который нужно исключить. В заключение, мы сегодня рассмотрели типы гранулом, как они выглядят и некоторые частые их причины. Я бы еще раз хотел обратить внимание на сложность проблемы, а также на то, что иногда мы встречаем смесь различных типов гранулом. Для некоторых нозологий, таких как саркоидоз, диагноз основан на типичной картине. Всегда, тем не менее, должны оставаться сомнения. На это хочет обратить внимание и мой двухлетний сын. Спасибо за внимание.